Привет, друзья! Пока мы с вами обсуждаем отмену пособия Бюргергельд, мир в буквальном смысле затаил дыхание, глядя на Ближний Восток. То, что происходит сейчас на нефтяных рынках, заставляет дрожать от страха даже самых опытных трейдеров. В пятницу мировая эталонная нефть марки Brent пробила психологический потолок в $90 за баррель. В момент цена долетела до 91.81. Американская нефть WTI за сутки подскочила более чем на 10%. Что за этим стоит? Друзья, давайте назвать вещи своими именами. Это страх перед возможной большой войной между Соединенными Штатами Америки и Ираном. Если это случится, основы мировых поставок энергии могут серьезно пошатнуться. Дональд Трамп в своих соцсетях перешел к риторике, которая не оставляет места для компромиссов. Его сообщение прозвучало как политический гром. Цитата: «С Ираном не будет никакой сделки, кроме безоговорочной капитуляции». Вдумайтесь в эти слова. Это не просто жесткая позиция, это формулировка, которая фактически вычеркивает дипломатию и ставит регион на грань большой войны. Конфликт полыхает уже 7-й день, и американская сторона в лице министра обороны Пита Хексена подтверждает, цитата: «Мы только начали борьбу». Вашингтон уверен, что Тегеран совершает серьезный просчет, надеясь, что Соединенные Штаты Америки отступят. Для мировых рынков это сигнал: деэскалации не будет, ставки подняты до предела. А теперь самое важное. Для нас в Германии это означает, что эра относительно стабильных цен на энергию закончилась, даже не успев начаться. Пока Иран рассчитывает на истощение ресурсов Запада, Белый дом демонстрирует готовность идти до конца. Если ситуация перейдет в фазу ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана, цена в $100 за баррель очень быстро покажется нам подарками из прошлого. Мы стоим на пороге момента, когда заправить полный бак в Берлине, Гамбурге или том же Мюнхене превратится в роскошь. Немецкая промышленность, которая и так балансирует на грани, получит удар такой силы, от которой будет крайне сложно оправиться. Это не просто конфликт за океаном, это счета за свет и бензин и в каждом немецком доме уже в ближайший понедельник. Истинный эпицентр этого кризиса сейчас находится не в кабинетах Вашингтона или Тегерана, а именно на воде. Речь об Ормузском проливе. Это узкое такое горлышко между Ираном и Аравийским полуостровом, буквально главная артерия человечества. Вы только вдумайтесь, через этот пролив ежедневно проходит 1/5 часть всего мирового оборота нефти. И сейчас это движение практически остановилось. Танкеры замерли, а логистика начинает разрушаться. Министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби в интервью Financial Times высказался с пугающей прямотой. Он заявил, что все экспортеры региона Персидского залива будут вынуждены объявить форс-мажор. Давайте разберемся, что это значит для нас с вами. Это не просто юридический какой-то термин. Форс-мажор — это кнопка «Стоп». Стоп для всех контрактов. Это значит, что Катар, Эмираты и Саудовская Аравия официально снимают с себя ответственность за то, что нефть и газ не дойдут до Европы. Они просто умывают руки, ссылаясь на войну. Но самое страшное — это ценовой прогноз. Кааби предупредил, если блокада пролива продлится хотя бы еще несколько дней, мировая цена нефти взлетит до $150 за баррель уже в ближайшие недели. По его словам, это может серьезно ударить по мировой экономике. Мы говорим о дефиците, которого рынок не видел десятилетиями. Инвесторы уже закладывают вот эти вот риски в котировки, и напряжение на бирже только начинает расти. И это еще не все. Давайте приведем эти биржевые страшилки на язык нашего с вами кошелька. Если нефть по 150 станет реальностью, то ценник в 2,5 евро или даже 3 евро на заправках Aral и Shell в Германии — это вопрос пары недель, а то и дней. Вспомните, как быстро табло на заправках реагирует на любые новости с Ближнего Востока. Для немецкого потребителя, нас с вами, которые и так в шоке от отмены пособия Бюргергельд и роста цен на отопление, это будет настоящим нокаутом. И дело не только в бензине для вашей машины. Подумайте о логистике. В Германии все, от молока до стройматериалов, перевозится чем? Фурами на дизеле. Когда дизель взлетает в цене, это мгновенно отражается на стоимости каждого килограмма хлеба в магазине. Германия сейчас находится в прямой и очень опасной зависимости от того, пропустит ли Иран очередной танкер через это узкое место на карте. Мы фактически платим налог на войну каждый раз, когда подходим к кассе в супермаркете.
Посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Там средняя цена галлона подскочила на 27 центов всего за неделю. Сейчас они платят $3,25. Нам в Европе эти цифры кажутся смешными, но здесь важна сама скорость роста. Если Катар окажется прав и нефть реально пробьет отметку в $150, то ценники по 2 с лишним евро на наших заправках Shell станут нормой уже через пару недель. Мы с вами эти цифры увидим на табло, когда поедем на работу в понедельник. Это прямой удар по каждому, кто водит машину в Германии. Для немецкой экономики этот удар наносится в самый критический момент. Правительство Фридриха Мерца сделало ставку на специальный фонд, я напомню, в 500 миллиардов евро. Фактически это тот гигантский новый долг, который должен был спасти страну. Но вот в чем здесь ловушка. Взрывной рост цен на энергию может быстро съесть эти миллиарды. Покупательная способность нас с вами падает быстрее, чем политики печатают обещания. Мы платим за бензин, за отопление, за продукты, которые дорожают из-за логистики, и в итоге от этих миллиардов помощи ничего абсолютно не остается. Инфляция в Германии начинает выходить из-под контроля. И тут возникает самый неудобный вопрос к Берлину. А где наша хваленая стратегическая готовность? По закону в Германии должны быть запасы нефти, я напомню, минимум на сколько? На 90 дней полной автономии. Это те самые резервы, которые спрятаны в подземных кавернах в Вильгельмсхафена и других хранилищах. Нам годами твердили о энергетической безопасности, но посмотрите на реальность. Как только Ормузский пролив оказался под угрозой блокировки, выяснилось, что эта подушка безопасности слишком тонкая. Если танкеры встанут на месяц-другой, эти резервы растают на глазах, а цены на заправках могут резко возрасти. Германия снова оказалась в заложниках у того глобального конфликта, к которому правительство Фридриха Мерца, похоже, просто не готовилось. Пока политики в Берлине и Брюсселе ищут виноватых, обычно водители на заправках Shell готовятся к новым историческим рекордам на табло. Мы платим за чужие геополитические ошибки из своего кармана. И еще, нам с вами необходимо понимать, что когда на Ближнем Востоке начинают свистеть ракеты, а цена на нефть летит к $150, инвесторы в Германии вспоминают старую истину. Физическое золото – это тот единственный камень в прибое, который не размоет никакой кризис. Посмотрите, что происходит. Фондовые рынки лихорадят, евро теряет вес, а инфляция в Европе быстро обесценивает наши сбережения на банковских счетах. Вспомним историю. За последние 1000 лет бумажные валюты исчезали сотнями, а золото всегда сохраняло свою ценность. Если вы не хотите оставлять свой кошелек на милость политических игр Трампа или ошибок Урсулы фон дер Ляйен, стоит задуматься о физических металлах. Золото и серебро – это база, которая помогает сохранить покупательную способность, когда бумажные деньги начинают превращаться в фантики. Это ваш личный страховой полис в мире, где старые правила больше не работают. Но, друзья, я обязан сделать важную оговорку. Все, что мы сегодня обсудили, это не инвестиционная рекомендация. Это исключительно аналитический разбор и мнение нашей команды. Каждый из вас сам несет ответственность за свои финансы, исследования и окончательное решение всегда за вами. На сегодня это все. Мы с вами увидели, как ультиматум Дональда Трампа и ситуация в Ормузском проливе бьют по нашему карману в Германии. Надеюсь, эта информация поможет вам вовремя принять правильное решение. Обязательно подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Впереди у нас неделя очень важных новостей, экономики. Спасибо за просмотр, берегите свои нервы и свои деньги. До встречи!